Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Так как Коля с Иваном наказаны за то, что без спроса берут ацетон, стоят в углу сейчас, то у меня появилось свободное время, я расскажу вам про свою теплицу. Так, данная теплица имеет размеры 17 на 11 метров, около там 190 квадратных метров площади. Вот такая у нее конструкция односкатная. Скат приходится делать, потому что большая снеговая нагрузка. Каркас сделан из квадрат трубы, из СТ3 стали. Вот. Как его, теплица остеклена стеклопакетами. Стеклопакеты приобретались в компании Гомельглаз в Беларуси, потому что ценник намного гуманнее. Стеклопакеты безрамочные и закрепляются здесь таким способом. С небольшим промежутком между двумя стеклопакетами они приклеиваются на скотч 3М. Вначале все обезжиривается, приклеивается на скотч 3М. Промежуток между стеклопакетами заполняется пеноплексом и герметизируется бутиловым герметиком для стеклопакетов. После наклеиваются две полоски скотча и прижимается такой пластиной из нержавейки на болты. Очень прочно, и получается, что нету мостика холода, профиль закрыт. Чем хорошо это гомельское стекло? Оно дешевое, где-то здесь стекло 6 терк, чуть-чуть зеленью отдает, но в нашем случае это не важно. Весь ценник на всю эту теплицу остекление обошлось около 4,5–5 тысяч долларов с доставкой, что намного дешевле, чем покупать в России. Вот эти нержавеющие элементы мы гнули у себя на производстве. Вот эти, метизы, вот эти болты, шурупы тоже из нержавейки. Этот отлив тоже делали из нержавейки. Так, далее вот здесь поставили дверь такую. Вот. Сейчас теплица находится на реконструкции, потому что во время эксплуатации выявился ряд существенных недостатков. Один из основных, из-за того, что мы в одной теплице сажаем разные сельскохозяйственные культуры, например, этой зимой выращивалась зелень, рукола, там, например, укроп, там лук, также помидоры, и огурцы, и бахчевые, типа дыни с арбузом, и баклажаны, и перцы. Из-за того, что для каждой сельскохозяйственной культуры требуются свои климатические условия, например, огурцам нужно влажность 70%, а помидорам в лучшем случае 40%, а каким-нибудь арбузам вообще около 20% и очень большая влажность. Все, климат получался не сбалансированным, и все не очень хорошо росло, особенно вот арбузы. Завязи было много, но цветы опадали, и мы с одной грядки получили там 15 арбузов от силы, там 20 дынь. Это очень мало для таких трудозатрат. Мы решили теплицу разделить на 3 сектора. Сейчас я вам продемонстрирую, как это выглядит внутри. Вот, теплицу мы разделили на 3 сектора вот такими перегородками. Сейчас здесь будут установлены двери. И так как у нас независимый нагрев и вентиляция, и полив, и увлажнение всех этих секторов, мы сможем отдельно настраивать температуру и влажность для каждой зоны. Еще один из недостатков, который был выявлен в процессе эксплуатации, это большая коррозия черного металла. Особенно из-за того, что теплицу иногда приходится производить санобработку с использованием серных шашек и т.д. Из-за этого появляются капельки серной и сернистой кислоты, которые разъедают даже оцинкованный металл. Вот, для примера, цепи подвеса светильников из чернухи, они превратились, стали вот такого вида, цинк весь съело. А вот в данный момент мы купили цепи из нержавеющей стали и будем их переделывать. А с алюминием и
ничего страшного не произошло. Вот здесь вот тоже нержавейка, все нормально. Также появились проблемы с лакокрасочным покрытием вот стоек некоторых. Вот пойдемте я продемонстрирую. Вот появилась коррозия на многих элементах, и вот пришлось сейчас снимать краску и перекрашивать, потому что мне такое не нравится. На самом деле, если бы я строил заново, я бы, думаю, строил теплицу из алюминиевого профиля довольно-таки толстого. Это не настолько было бы дороже, зато не было бы проблем с коррозией. Насчет освещения в теплице. В летнее время хватает естественного освещения, да даже с перебором, потому что остекление очень большое. Но все равно при досветке, но все равно с использованием искусственного освещения мы сильно повышаем урожайность. Например, те же помидоры можно освещать там, в течение 18-19 часов. И это будет сильно увеличивать их рост. Для освещения мы используем светодиодные лампы с определенным спектром. Вот так вот они выглядят. У них отсутствует зеленая составляющая, так как цвет получается такой типа фуксии. Зеленая составляющая не нужна, потому что цвет листьев зеленый, и значит зеленый они отражают, они его не воспринимают. Вот, каждая лампа, ой, не соврать, сколько ватт, сейчас скажу, каждая лампа по 70 ватт, вот такой у них блок питания на 2 лампы сразу. У него есть управление интенсивностью по сигналу 0,10 вольт. Вот. Так как растения растут и надо менять высоту ламп, то вот оно сделано на таком подвесе, это все поднимается, карабинами перещелкивается, и по мере роста мы освещение поднимаем. Так, далее. По системе полива. Вот. Система полива организована так. Внизу у нас там в подвале стоят клапана, которые могут открываться на каждую грядку. И вот есть вот такие вот капельники. Вот. А это тарированные капельницы, вот это, например, там 6 литров в минуту. И вот они по таким канальчикам к каждому растению поступают. Вода предварительно подогревается, там у нас есть термостат. Вот. И также, позже я вам покажу, есть дозирующий насос для удобрений. Вот. По поводу организации самих грядок. Грядки выглядят как вот такая ванна, она гидроизолирована. Внизу насыпано чуть-чуть гравия, есть дренаж, чтобы лишняя влага уходила в канализацию, чтобы не было загнивания, затухания. Также в каждой грядке реализован подогрев типа теплого пола, чтобы можно было грунт греть. Там вот здесь вот стоит отдельный датчик грунта. Вот он в такой Ой, я вытаскивать его не буду в нержавеющей трубке, и мы знаем температуру грунта. Так, по поводу подогрева и вентиляции. Вот вы видите такие вент-каналы, вот мы сами вот так сделали, и с этой стороны, вот ближе к стенке у нас вытяжка, здесь приток. Воздух не выдувается на улицу по умолчанию, он циркулирует. И циркулирует и может как подогреваться, так и охлаждаться в летнее время. Если нам требуется, допустим, у нас теплица перегрелась, или уже большой уровень влажности, или СО2 уже запредельный, то открываются... Вот одна система из вытяжки открывается на улице, и также наверху открывается в стенке жалюзи для циркуляции воздуха с улицы. По поводу проветривания теплиц. Чем реже мы проветриваем теплицу, тем лучше, потому что растениям нужен высокий уровень СО2. Например, вот здесь у нас за городом уровень СО2 где-то 250-300 ppm, это частиц на миллион. Огурцам было бы идеально около 3500. Из-за этого без дополнительных удобрений рост растений сильно увеличивается. Как там получить СО2? Есть технологии, может, сухого льда насыпать, еще что-то, но либо чтобы органика гнила. Я придумал следующее. Пройдемте сюда. Вот, мы поставили дешевую газовую колонку, она стоит там 6000 рублей, внизу она подключена к газу, и стоит циркуляционный насос, который подключен к системе отопления. По датчику СО2 мы включаем циркуляционный насос, колонка начинает работать, выхлоп у нее идет сюда. То есть мы сжигаем пропан, получаем СО2 и водяные пары. Вот. Из-за этого мы можем довольно-таки сильно повышать уровень СО2, баллона вот этого 30
30-литрового композитного хватает где-то на месяц работы. Так, далее. Везде у нас еще организован вот дренаж, потому что при работе с растением можем что-то там пролиться, налиться. Пол – это полиуретановое покрытие. Так, далее. Вот у нас много ламп здесь. Сейчас вот будем все переделывать, вешать. Также в теплице надо поставить вентиляторы, чтобы для улучшенной циркуляции воздуха. Они будут здесь в промежутках стоять и гонять воздух. Так, что у нас еще здесь интересного? Вот это вот система разбрызгивания воды. То есть мы с помощью нее увлажняем и летом очень сильно хорошо остужает. Но будем переделывать, она висит очень низко, надо повесить повыше и разделить на 3 сектора, потому что это насос высокого давления, не хватает создать нормальное давление. Вот. Здесь где-то давление надо порядка 50-60 бар, тогда будет очень хорошее распыление. Вот, вот так вот у нас организованы грядки. Как бы я понимаю, что здесь не очень места довольно-таки маловато, но это экспериментальная теплица для моих нужд там, и нужд моей семьи. И как бы она не для коммерческого использования. Конечно, бы лучше, здесь очень мало свободного места. Если бы она была квадратов на 500, то также был бы один проход, но грядок было бы намного больше. Вот. В будущем я буду снимать, как у нас происходит, прямо как начнем сажать здесь и вводить в эксплуатацию, если вам интересно. Теперь давайте поговорим об инженерном обеспечении. Вот по характеристикам, если даже была температура минус 20-25, то как бы и сильно светило солнце, теплица даже перегревалась. Вот. Кстати, вот северная сторона у меня просто сплошная стенка из сэндвичей, потому что смысла нет. На северной стороне. Так, также, что я хотел сказать. Вот здесь вот будет организован предбанник, потому что нельзя вносить грязь там и всякие грибки в теплицу. То есть ты должен зайти здесь, не знаю, бахилы одеть и выходить тогда. Сейчас он был из чернухи сделан, сейчас из алюминия переделаем, потому что здесь все обгнивает, конденсат капает и т.д. Так, еще по инженерному обеспечению. Короче, зимой, допустим, ночью, там, если минус 25 градусов мороз, то теплица, когда мы на ночь снижаем температуру где-то до 24 градусов, потребляет около 25 киловатт в минус 30. Довольно-таки немного. Мне кажется, из-за того, что все-таки стеклопакеты играют свою роль. Летом я измерял, из-за того, что мы охлаждаем, по разнице температуры воды, она может генерить до 60 киловатт излишнего тепла, с нее сбрасывать надо. Вот. Так, вся теплица отапливается тепловым насосом. Давайте я вам покажу, как инженерное сооружение выглядит изнутри. Так, мы сейчас находимся в подвальном помещении под теплицей. То есть она не на всю ширину, а только на часть, как раз из-за рельефа. Что мы здесь имеем? Здесь не только обеспечение теплицы, а также нескольких домов и гаража моего. Вот стоит тепловой насос на 140 киловатт на винтовом корейском компрессоре. Он работает... То есть он работает за счет грунтового контура на 2,5 километра, который закапан здесь. По грунтовому контуру гоняется раствор спирта. Вот это вот от холодного контура трубы. Вот. У него где-то коп около 4-4,5. Вот сейчас температура, выставлена по погодному датчику все 35 градусов подачи, потому что не так холодно. Сейчас он, кстати, начнет работать. Вот. Далее вы видите вентиляционную систему. Сейчас я его остановлю. Так, вот система вентиляции. Я ее сейчас отключил, чтобы она не шумела. Вот. Здесь стоит вентилятор на 5 киловатт, что ли. Собственно, вот здесь стоят воздухоподогреватели, вот здесь воздухоохладители. 2 из них работают на проточной воде и скважины, дренируются в пруд. 3 работают от контура, потому что к концу лета контур перегревается очень сильно и уже нечем охлаждать. Также здесь стоит ультразвуковой увлажнитель дополнительный, вгоняет туда воздух. И мы вот видим отсюда, вот можно здесь посмотреть, как раз вот отсюда, посмотри, вот это как раз подача на теплицу, вот идет отсюда, вот ее видно. Раз. И здесь есть персональные задвижки на каждую линию, мы можем регулировать это все.
Так, что у нас далее? Ну, вот это система управления. Здесь стоит компучок с нашим софтом, стоит KNX реле. Вот. Также часть на модбасе сделана. Вот так вот. Ну, это основной тут ввод резерва, там и т.д. Так, что мы еще имеем? Так, вот здесь реализован подогрев грядок. Вот здесь. Ого, надо это сказать. Вот здесь клапана стоят, задвижки. Вот. И, ну, собственно, регулируется здесь отдельный циркуляционный насос, узел подмеса. Так, здесь мы имеем... это у нас система полива. Вот клапана стоят, открываются. Вот. И насос подмеса удобрения. Он работает за счет протока жидкости. Вот сюда ставится ведро там с удобрением. Регулируется, сколько литров в минуту подавать. И подается смесь удобрений высокого давления. Вот здесь стоит компрессор высокого давления для распыления воды. Когда мы распыляем воду, она должна быть очень чистая после обратного осмоса. Иначе малейшие частички забьют форсунки. Для этого у нас стоит система очистки, умягчения воды, потом стоит вот мембрана обратного осмоса и накопительный бак под эту чистую воду. Из нее уже все подается. Так, по поводу энергопотребления теплицы. Летом, естественно, ее не надо нагревать, а только охлаждать, и она генерирует тепла максимум, вот я видел, 65 киловатт. Это по разнице температуры охлаждающей воды. А зимой, вот даже при минус 30, я думаю, она максимум потребляла около там 15 киловатт-часов. Ну, то есть можно сказать, что среднее потребление в отопительный сезон где-то там 7-8 киловатт-часов. Вот. А зимой, даже когда холодно, но светит яркое солнце, теплицу даже иногда приходится охлаждать. А с учетом того, что я отапливаю тепловым насосом, энергозатраты у меня не такие большие. То есть за электричество я плачу 1/4 только от произведенной тепловой энергии. Ну вот так вот, господа. Всего хорошего. До свидания. Ну что, господа, если вам понравилось, пишите об этом в комментариях. Если вам будет интересно, я в следующий раз продолжу снимать про свою теплицу. Уже как мы будем сажать растения, как будем собирать урожай, какие изменения будем делать. Вот. Всего хорошего.